До Нового года осталось совсем немного времени, и сегодня достаточно забавная и веселая сказка, которую я хочу вам представить. Но прежде я хочу попросить вас поставить лайк, комментарий после прослушивания и обязательно прямо сейчас подпишись. Подпишись, если ты еще пока не подписан. Ну а сейчас обещанный мною хрюк на елке. Итак, Борис Захадер «Хрюк на елке». Это сказка, которая нравится детям младшего возраста и даже забавляет старших ребят. В ней рассказывается о поросенке с удивительным талантом. Хрюк умел ходить на задних лапах. Как человек. Однажды его умение настолько вскружило ему голову, что он решил отправиться на новогоднюю елку к ребятам. Поросенок боялся разоблачения и нарядился обычным мальчиком. Как он провел время на вечере и чем он для него закончился... Сказка показывает, что к подходящему наряду нужно соответствующее поведение и манеры. Хотите верьте, хотите нет, а только жил, говорят, поросенок по имени Хрюк, и он был необыкновенный. Он умел ходить на задних лапах. Бывало, выйдет он на прогулку, все малыши, ягнята, телята, козлята так за ним и ходят. «Хрюшенька, миленький, покажи свое умение». Встанет Хрюк на задние лапы, передние на пузе сложит и выступает. Важный-приважный. Все только ахают. «Ну, Хрюк, ай да Хрюк!» А он хвалится. «Это еще что? Хотите, на одной ножке попрыгать могу, хотите на правой, а может быть на левой». Все удивляются, все Хрюка хвалят, а он пятачок все выше и выше задирает. К зиме до того заважничал, с малышами разговаривать перестал. Ходит он и сам с собой рассуждает. «Чем я хуже людей? Захочу, вот пойду к ребятам в школу на елку. Возьму и пойду». Услыхал это старый козел и ужаснулся. «Безумец ты! Слыханное ли это дело, поросенку к людям на елку ходить? Не вздумай пойти, глупая голова, а то зажарят тебя и с гречневой кашей съедят, бедного». «А я так и сделаю, что не зажарят», — ответил Хрюк. «Даже и не узнаю, что я поросенок». «Да как же тебя не узнать, у тебя же хвостик поросячий». «А я штаны надену». «Да ведь у тебя и копыта поросячьи, а я ботинки обую, еще и с галошами». «Да ведь глазки-то у тебя поросячьи». «А очки на что?» «Да у ребят там карнавал будет, они сами нарядятся кто лисой, кто зайцем, а кто и серым волком». Козел только бородой затряс и прочь пошел. Толкуй, мол, с поросенком. Конечно, самому Хрюку ни в жизнь бы до такой хитрости не додуматься. Но у него была кошка знакомая, она в школе сторожем служила, она-то его и надоумила, она ему и одежду раздобыть обещала. Как подошел Новый год, прибегает кошка и говорит: «Ну все, я достала, давай скорее собираться, а то елку того и гляди зажгут, и угощение готово, да еще какое вкусное». Услыхал Хрюк про угощение и кинулся было, себя не помня, одеваться. «Постой, постой, — говорит кошка, — уж больно ты замурзанный. Сначала умыться надо, а то ребята тебя сразу узнают, скажут, что это за свинья такая». Ну, неохота было Хрюку умываться, но делать нечего. С горем пополам рыльца ополоснул. Стал надеваться, штаны на голову натаскивает, рукавички на задние ноги напялил. Смех и грех. Спасибо, тут кошка помогла ему. Глянул Хрюк в корытце с водой и удивился. Ну, мальчик и мальчик, только нос пятачком. Идут они с кошкой, а у Хрюка сердечко все так ёкает, что как узнает, так в кашу. Страшно. А тут по дороге козел попался, стоит, чью-то рубашку жует, а во дворе люди повесили сушить которую. Увидел козел Хрюка и сразу в сторонку. Не бей меня, мальчик, не буду больше белье жевать». «Ага, — думает Хрюк, — не узнал меня козел, что за человека принял». Веселее ему стало. Идут они дальше. Глядь, лежит под крыльцом Хрюкова мамаша, рылом столбы подрывает. Только она Хрюка увидела, поднялась и прочь. «Видишь, — говорит кошка,
А я все хорошо устроила. Уж если тебе родная мать не узнала, значит, никто тебя не узнает. А Хрюк вместо «спасибо» как на нее цыкнет. Брысь, такая-сякая. Кошка с перепугу на дерево. Тут Хрюк совсем развеселился. Так-то она лучше, думает, а то эта чистюля еще проболтаться может. Вот и школа. Двери распахнулись, дежурные встречают, добро пожаловать, всем говорят. И Хрюку сказали добро пожаловать. Только он ничего на это не ответил, а как был в шубе в галошах, прямо в зал полез. «Погоди, погоди, мальчик!» — кричит дежурный. «Ты разденься сперва. Хоть галоши сними». «Нечего делать». Снял Хрюк галоши и вон зашел опять в зал. Так как раз концерт там начинался. Кто поет, кто пляшет, кто стихи читает. Все слушают, сидят тихо, а потом громко-громко хлопают. А у Хрюка одно угощение на уме. Знай, вертится на стуле да похрюкивает. «Скоро ли за стол?» «Тише, мальчик!» — шепчут соседи. «Ты слушать мешаешь». А он все свое. Вот так мальчик, удивляются соседи, какой невоспитанный. Но долго им удивляться было некогда. Пошли вокруг елки танцевать. Хрюк туда же. Одному на ногу наступил, другого толкнул, а сам и ухом не ведет, словно так и надо. Извиниться — это не его поросячье дело. «Фу, медведь какой-то», — говорит одна девочка. «Что ты толкаешься?» А Хрюк только фыркнул. «Не узнала, думает, ура! А я ведь и не медведь вовсе». Ну вот, наконец и к столу позвали. Первым Хрюк летит, всех растолкал, плюхнулся на стул и давай со всех тарелок к себе угощение сгребать. Шум, хохот, кругом ребята, и все есть хотят. Все смеются над Хрюком, а ему и горе мало. Пятачком в тарелку залез и уписывает все подряд. Наконец отвалился, да и ноги на стол. Тут уж кто-то не стерпел и сказал: «Разве это мальчик? Это ж просто-напросто поросенок!» Хрюк вскочил и как завизжит: «Ой, узнали!» И кинулся со всех ног бежать. Зацепился за ручку, двери, штаны с него слетели, а тут кошка ему по носу раз, не будь свиньей! Кое-как вырвался Хрюк без штанов, в одних очках по дому побежал, а тут козел: «Ах, это ты меня напугал! Бе-е-е!» Да как боднет его, сразу и очки свалились. Чуть живой добрался Хрюк до родного хлева, зарылся в солому, один пятачок наружу торчит. Дрожит бедняга от страха, а сам и говорит: «Да, почему же они меня узнали? А?» И верно, почему же?